Всем привет! Мы сегодня с вами вяжем вот такие тапочки. Очень просто вяжутся платочной вязкой, то есть лицевыми. Внизу они зашиваются. У нас шов находится. Для этих носков я использовала носочную пряжу. Длина этой пряжи 150 грамм, 375 метров. Для размера 37-39 достаточно 50 грамм шерсти. 39-40 можно уже взять 55, и 41-44 55-60 грамм примерно пряжи нам понадобится. Спицы я использовала 3 миллиметра, можно взять 2,75, 3 для этой шерсти подойдут. Я вам желаю приятного просмотра. Я рассчитала петли, сколько нужно набирать. Рассчитывала я больше для худой или для нормальной ноги. Если у кого-то нога достаточно широкая, то нужно добавить петель. То есть этих петель будет недостаточно. Для нормальной ноги будет достаточно. Вот здесь я высчитала полностью, сколько нужно набирать. Для размера 37 20 петель, 30 до размера 44 идет, 37 20, 38 тоже 20 и до размера 44 24 петли. То есть мы набираем вот здесь вот эти петли вот на эту ширину. И вот эта вот ширина состоит из вот количества вот этих петель. Потом мы вяжем вот это синей гладью для выреза. Вот эту вот часть. И в общем мы вяжем для размера 37-52 ряда. И так далее, 38-54 и до размера 44-62 ряда. Потом мы с вами вяжем вот полоской до того, как у нас начнется убавка, вот этот кусочек в рядах. Вот здесь я тоже вам еще нарисовала картинку. То есть мы вяжем вот этот кусочек дальше в рядах до убавления. Вот эта часть. И в рядах у нас получается 18 до 22 ряда вот для размера 44. То есть у нас вот так размеры остаются 39, 20 рядов и так далее. То есть это вот этот кусочек. Потом мы вяжем с вами убавку вот здесь в этом месте для размера 37 14 рядов, 38 тоже, то есть это 7 убавок. Допустим, для размера 40-16 это 8 убавок. И размер 44, 43, 44, 18 рядов это 9 убавок. Теперь мы приступаем к вязанию. Я набираю петли на иглы. Можно набирать петли так, как вы привыкли, вашим привычным способом. Я набираю их вот таким способом. И набираем столько петель, сколько необходимо для вашего размера. Для моего размера 37 я набираю 20 петель. Теперь мы вяжем первый ряд. Кромочную петлю я снимаю. Для этого я ложу нить перед работой. Я вам сейчас еще раз объясню, как я провязываю последнюю петлю. И провязываю все петли лицевыми до конца ряда. Вот я ряд провязала. Последнюю петлю я провязываю всегда лицевой петлей. Можно также провязывать изнаночной петлей, если вам так более удобно.
Вот теперь я поворачиваю работу, и первую петлю кромочную я снимаю, так как я ее провязывала лицевой, я перекидываю нить перед работой и снимаю первую кромочную петлю. И вяжу следующие петли лицевыми. Если вы вяжете последнюю петлю изнаночной, то можно снимать первую петлю кромочную, оставляя нить за работой. И таким образом мы вяжем дальше. То есть мы платочной вязкой вяжем вот этот вот отрезок. Вот эта вот ширина получается. И провязываем полностью, сколько нужно нам нашей длины. Для размера 37 я провязала 52 ряда платочной вязкой. Вот, теперь у нас получается следующим образом. Вот здесь у нас на пятке у нас нет шва, но мы сейчас вот с этой стороны будем набирать петли и вязать такой же отрезок 52 ряда. То есть я делаю следующим образом. Я здесь отрезаю нить, беру вот этот кусочек, и вот здесь с этой стороны мы набираем петли и вяжем потом также, как я уже сказала, 52 ряда в другую сторону. Здесь у нас вот эти вот петельки, и мы их опять набираем на спицы, то есть я набираю опять 20 петель. У меня лучше всего получается вот впереди, назад, вот так вот я набираю опять на спицу. В общем, у нас должно получиться опять же 20 петель или столько, сколько вы до этого набирали. И теперь я беру нить и провязываю опять все петли лицевыми. Первую петлю я тоже провязываю лицевой. И все следующие петли также мы вяжем платочной вязкой. В моем случае 52 ряда, или же на более большие тапочки мы вяжем больше рядов. И продолжаем также вязание, пока мы не провяжем 52 ряда. В обратную сторону получается у нас. Еще раз показываю на тапочке, то есть мы одну сторону с вами уже связали, и теперь вяжем вторую сторону. Вот я провязала обе части, вот так у меня сейчас выглядит. Я их вот так вместе складываю. Вот теперь у нас получается на обоих спицах получаются петли. Теперь я делаю следующим образом. Я вот так раздвигаю спицы в две стороны. И нам теперь нужно смотреть, чтобы у нас нить была, я поверну еще раз вязание, на обоих спицах с правой стороны. Чтобы у нас лицевая гладь опять была правильной. То есть если мы смотрим, вот здесь с этой стороны я вижу изнаночные петли, а с обратной стороны мы видим лицевые петли. Еще раз поверну. Вот здесь я вижу лицевую петлю с этой стороны. А с этой стороны на обоих спицах должна быть видна изнаночная петля. И здесь мы будем продолжать вязание, потому что иначе у нас рисунок будет неправильным. Нам необходимо будет в этом ряду между обоими спицами добавить одну петлю, чтобы для убавки у нас было нечетное количество петель. Я это забыла показать, покажу попозже. Вот теперь мы начинаем вязание, то есть я беру нить, и мы провязываем полностью обе спицы.
То есть вот здесь у нас получается идет соединение, и мы вяжем рядами дальше. Вот я беру нить и начинаю дальше вязать. Первую петлю можно провязать или же снять ее. Теперь я беру опять синюю нить и вяжу все петли опять же лицевыми и продолжаю вязание дальше. И посередине между спицами добавьте еще одну петлю, чтобы у нас было 41 петля, потому что для убавки нам нужно 41 петлю. Здесь посередине добавляете петлю, я сейчас забыла это показать. И дальше провязываете на второй спице также все остальные петли. Первый ряд я провязала, теперь поворачиваю вязание и также вяжу второй ряд лицевые петли синей нитью. И теперь мы добавляем белый цвет. Я беру белую нить. Вот здесь у нас полоски начинаются. И провязываю первую петлю лицевой. И провязываю также все следующие петли лицевыми петлями до конца ряда. Это первый ряд, и второй ряд мы также провязываем белой нитью. Вот я теперь провязала 2 ряда белой нитью, и теперь я опять меняю цвет, беру синюю пряжу, первую петлю я также провязываю лицевой и вяжу 2 ряда синей нитью, лицевыми петлями. И таким образом мы продолжаем вязание, чередуем белый и синий цвет и вяжем каждым цветом по 2 ряда лицевых петель. Вот так выглядит. Еще раз покажу вам тапочек. То есть мы провязываем вот здесь на размер 37. Я провязала 18 рядов. И потом мы будем начинать убавку. Вот я провязала здесь для размера 37 18 рядов полосками. И теперь мы начинаем убавлять посередине петли. У нас здесь в общем на спицах 41 петля. Я с одной стороны провязываю 19 петель, а средние 3 петли я вяжу вместе лицевой. 3 петли провязываю вместе лицевой и провязываю оставшиеся 19 петель лицевых. Вяжу до конца ряда лицевые петли. Вот так я довязываю ряд, потом поворачиваю вязание, и изнаночный ряд я вяжу все петли лицевыми, то есть мы убавку делаем только в лицевом ряду.
Кромочную петлю я снимаю и провязываю все петли лицевыми петлями. И нашу убавку тоже провязываю лицевой петлей. И так вяжу до конца ряда. Следующий ряд я уже взяла синюю нить, провязала петли до нашей убавки. Здесь вот у нас уже видно, где у нас середина, где у нас до этого была прибавка, петля до и петля после прибавки я буду убавлять опять петли. То есть у нас до этого было 19 петель, теперь у нас 18 петель, которые я провязала. И вот здесь вот средняя петля у нас была убавка. И теперь я провязываю 3 петли, опять же вместе лицевой. И остальные петли до конца ряда я вяжу все петли лицевыми. И потом изнаночный ряд я провязываю все петли также лицевыми. И таким образом мы провязываем следующие убавки и следующие ряды. То есть на лицевой стороне мы провязываем всегда убавку посередине, а изнаночную сторону мы провязываем все петли лицевыми. И на размер 37 мы провязываем 7 убавок. Это у нас получается 14 рядов. Вот я провязала полностью все убавки. 7 убавок, это 14 рядов на размер 37. Вот так у нас выглядит. И теперь мы закрываем петли. Петли можете закрывать так, как вы привыкли. Привычным способом, можно любым способом закрыть петли. Количество петель может быть разное. Больше или меньше петель. В принципе, здесь большой разницы нету. Если будет пару петель больше или меньше. Вот, то есть я теперь закрываю петли. Первую я снимаю. Вторую провязываю лицевой. И перекидываю заднюю петлю через переднюю. И так продолжаю дальше. Следующую петлю провязываю лицевой и перекидываю заднюю петлю через переднюю. И таким образом я закрываю полностью весь ряд. Вот таким образом я закрыла весь ряд. И теперь нам с вами осталось только зашить нижний край и боковой край. Вот здесь нужно зашить и также внизу прошить. И теперь мы зашиваем сначала вот эту сторону. Нить, которую я вязала, я ее подлиннее отрезала и затянула в иглу. И теперь мы зашиваем. Я зашиваю сейчас, то есть у меня лицевая сторона находится снаружи. Вот так вот я сначала соединяю две стороны. И теперь беру вот эти вот внутренние петельки, завожу вот здесь иглу. Изнутри, наружу ввожу иглу с одной стороны и также с другой стороны. И таким вот образом я полностью прошиваю до самого верха. Вот так я полностью зашила. И теперь я нить завожу на изнаночную сторону. А теперь здесь нужно все это убрать, отрезая покороче нить. Как я убираю свои ниточки. Саму нить можно вот так вот раздвоить на две части. Я ее разделяю.
Теперь беру крючок, завожу где-нибудь чуть пониже крючок. Одну сторону от нити я протягиваю. И теперь можно завязать узелок. Еще раз беру крючок и пару раз вот так завожу крючок. Протягиваю теперь полностью обе нити. Вот так еще раз их завожу. Теперь можно отрезать. И теперь нам осталось зашить тоже подошву. Здесь вот нижний край, это у нас верхний край. Здесь вот нижний. Я также оставила кусок нити подлиннее, чтобы им можно было зашить. Это мы делаем следующим образом. Я здесь кусочек уже небольшой зашила. А лицевая сторона у меня также смотрит снаружи, изнаночная у меня внутри. И теперь вот здесь у меня сверху вот эти вот петельки, да, как косичка. И под каждой этой косичкой у меня вот здесь вот другие вот эти вот арочки, или как они называются, не знаю. Здесь мы захватываем вот под эту арочку и проводим иглу. И также с другой стороны вот эту вот арочку, которая под вот этой косичкой лежит, мы их захватываем. Еще раз покажу впереди. Арочка или перемычка. Вот здесь мы ее, которая смотрит вниз, мы ее захватываем. То есть косичка у нас разворачивается тогда во внутреннюю сторону. Чтобы этой косички не было видно. И также с другой стороны. И таким образом мы зашиваем подошву дальше. Я ее прошиваю не до самого конца. Здесь в конце я оставляю немного места, чтобы нам затянуть здесь. Я оставляю вот здесь с каждой стороны по 4-5 вот этих платочных полосок. То есть где-то 8-10 рядов. Вот я дошила до пятки. И теперь мы будем вот этот кусочек стягивать, чтобы пятка немножко округлилась. Я иглу также завожу вот в эти вот перемычки, которые находятся под косичкой. Вот здесь вот завожу петлю, завожу иглу. И протягиваю нить. А теперь я полностью все затягиваю. Вот так я все затянула. Здесь внизу теперь можно еще немножко прошить, чтобы хорошо держалась. Можно провести на изнаночную сторону. И там еще раз все закрепить. Вот так выглядит наш шов. Здесь я еще раз немножко все закреплю.
И потом убираем все оставшиеся нити, так как я уже вам показывала. Вот здесь можно тоже прошить, потому что осталось, как немножко расходится. Все это прошиваем, зашиваем. Вот таким образом. И закрепляем нить теперь. Вот так выглядит внутренняя сторона. И вот здесь у нас лицевая сторона. Пятку вот так мы немножко затянули, она у нас округлилась. Ну, в общем-то, и все. Мы с вами закончили вязание. Ну, в общем-то, и все. Мы с вами закончили вязание. Ну, вот так выглядит готовый тапочек. Еще раз оденем его на ногу. Вот такой вот хороший, симпатичный тапочек. Я вам желаю приятного просмотра. Вяжите вместе со мной, присоединяйтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Буду очень рада. И до следующей встречи.